Привет всем! С вами Фирюза Энчилина. Сегодня мы обсудим четвертую ошибку Шварцшильда. О других 3 ошибках я уже рассказала в предыдущих видео. Когда Эйнштейн начал работать над своей теорией гравитации, у него была вполне конкретная цель. Он хотел включить в физику принцип Маха. Принцип Маха утверждает, что законы движения, включая закон инерции, не могут существовать сами по себе в пустом пространстве. Они должны быть связаны со всей материей во Вселенной. Именно эта мысль, по признанию самого Эйнштейна, стала одним из главных источников его вдохновения при создании общей теории относительности. О самом принципе Маха и его физическом смысле я рассказала в предыдущем видео. Теперь попробуем понять, какую роль он сыграл в построении общей теории относительности. Почти во всех своих работах по теории гравитации, которые предшествовали созданию общей теории относительности, Эйнштейн постоянно подчеркивал одну и ту же мысль, что и классическая механика Ньютона, и специальная теория относительности имеют один и тот же фундаментальный недостаток. Что же это за недостаток? Обе эти теории, несмотря на различия, опираются на одну и ту же скрытую предпосылку. Они предполагают, что пространство и существующие в нем инерциальные системы отсчета заданы заранее, как готовая сцена, на которой разворачиваются все физические процессы. Но происхождение самой сцены никак не объясняется, а просто постулируется. Именно это Эйнштейн считал серьезной проблемой. С его точки зрения, в физической теории не должно быть элементов, которые просто вводятся как нечто внешнее и независимое от материи. Поэтому он поставил перед собой радикальную задачу – построить такую теорию гравитации, в которой сама структура пространства и закона движения будет определяться распределением материи во Вселенной, а не задаваться заранее как нечто абсолютное. Именно эта идея и направляла Эйнштейна по пути к созданию общей теории относительности. Вот, например, что он писал о своей теории в 1913 году в статье «Физические основы теории тяготения». Изложенная теория устраняет гносеологический недостаток, присущий не только первоначальной теории относительности, но и механике Галилея, что особенно подчеркивалось Эрнстом Махом. А вот цитаты статьи к проблеме относительности, опубликованной в 1914 году. Раздел 2. Теория относительности в широком смысле. Классическая механика, как и только что кратко рассмотренная теория относительности, в узком смысле страдает фундаментальным недостатком, закрывать глаза на который не может ни один человек, способный понимать доводы гносеологического характера. Под доводами гносеологического характера Эйнштейн имел в виду довольно простую вещь. Любой человек, который задумывается о том, на чем основаны наши знания по физике, рано или поздно увидит эту проблему. Если внимательно посмотреть на классическую механику или специальную теорию относительности, становится понятно, что пространство и время в этих теориях вводятся заранее и никак не объясняются. Человек, который привык размышлять о логической структуре знаний, такой недостаток не может не заметить. Эйнштейн призывал смотреть на любую теорию трезво. Важно ясно понимать, какие ее части действительно опираются на физические наблюдения, а какие вводятся как исходная конструкция, на фоне которой описывается вся картина движений. При таком рассмотрении становится очевидно, что пространство и время принимаются как нечто внешнее, необъясненное и абсолютное. После нескольких лет напряженной работы Эйнштейн наконец приходит к общей теории относительности. В конце 1915 года он завершает ее основные уравнения, а в 1916 году публикует большую статью под названием «Основы общей теории относительности», где излагает новую теорию. Эту статью Эйнштейн начинает не с формул, а с простого мысленного эксперимента, который наглядно показывает суть принципа Маха.
Я не буду зачитывать цитату, а просто расскажу ее своими словами. Две большие одинаковые массы, состоящие из воды, находятся на большом удалении друг от друга и от всех остальных масс Вселенной. Они вращаются друг относительно друга вокруг оси, соединяющих центры. Но при этом наблюдается любопытная симметрия. Одна из масс имеет форму шара, а другая форму эллипсоида вращения. В чем причина этой асимметрии? Почему одна масса сохраняет форму шара, а другая деформируется? Предположим также, что на каждой массе находится наблюдатель. При этом наблюдатель, находящийся на первой массе слева, сделает вывод, что эта вторая масса вращается вокруг оси по часовой стрелке. А наблюдатель, находящийся на второй массе справа, наоборот, обнаружит, что вращается первая вокруг той же оси и также по часовой стрелке. На первый взгляд, обе массы по отношению друг к другу абсолютно равноправны. Почему же тогда масса слева имеет форму шара, а масса справа имеет форму эллипсоида вращения? В чем причина такой асимметрии в поведении масс? Эйнштейн подчеркивал, что механика Ньютона не дает удовлетворительного ответа на этот вопрос, так как в качестве причины асимметричного поведения масс вводит понятие абсолютного пространства. Первая масса не вращается относительно абсолютного пространства и только поэтому имеет форму шара, а вторая масса вращается и только поэтому имеет форму эллипсоида. Точно такой же ответ дается в рамках специальной теории относительности. Эйнштейн полагает, что абсолютное пространство Ньютона и абсолютное пространство-время специальной теории относительности являются не физическими причинами вытянутости второй массы. Поэтому он предлагает использовать в качестве причины только что-то реальное и наблюдаемое. Например, такой причиной могут быть далекие звезды, относительно которых вращается вторая масса. Этим примером Эйнштейн подводит читателя к ключевой идее принципа Маха и его важности, как фундамента для всей физики. Законы движения и инерции не должны определяться каким-то абстрактным пустым пространством. Они должны определяться распределением всей материи во Вселенной. После чтения этого текста у читателя создается впечатление, что Эйнштейн сейчас предложит решение этой загадки и покажет, как его теория гравитации воплощает принцип Маха и объясняет происхождение инерции через взаимодействие со всей материей Вселенной. Но вместо этого дальше в статье начинаются странные вещи. Эйнштейн пишет: «В настоящей статье я не старался представить общую теорию относительности в виде наиболее простой логической системы при минимуме аксиом. Моя главная цель – изложить эту теорию так, чтобы читатель ощутил психологическую естественность выбранного пути и чтобы предпосылки, положенные в ее основу, представлялись бы как можно лучше согласованными с опытом. В этом смысле введем теперь следующую предпосылку». После этого замечания Эйнштейн не объясняет, как его общая теория относительности согласуется с принципом Маха. Вместо этого он пишет более 40 страниц громоздкой математики в рамках тензорного анализа Римановой геометрии. Для чего? Эйнштейн объяснил это так: чтобы читатель ощутил психологическую естественность выбранного пути. Можете представить, что после прочтения 40 страниц труднейшей и совершенно незнакомой вам математики вы испытываете психологический комфорт и полное доверие к неизвестной вам теории. Это при том, что Эйнштейн намеренно не старался представить общую теорию относительности в виде наиболее простой логической системы при минимуме аксиом. Стоит отметить, что сам Эйнштейн, решив ввести в свою теорию гравитации Риманову геометрию, несколько лет изучал ее основы со своим другом-математиком Марселем Гроссманом, а затем выгрузил все свои знания в этой области перед читателем, чтобы тот примерно за пару часов понял весь материал, который Эйнштейн изучал несколько лет, и ощутил при этом психологическую естественность выбранного пути. На страницах статьи в большом количестве
появляются сложные формулы тензорного анализа, ковариантные и контрковариантные четырехмерные вектора, тензоры второго и более высокого ранга, правило умножения таких тензоров, фундаментальный метрический тензор, с помощью которого Эйнштейн решил описать гравитацию, уравнение геодезическое в искривленном пространстве времени, правила, по которым из одних тензоров можно получить другие тензора путем дифференцирования. Эйнштейн формулировал леммы о фундаментальном тензоре, объяснял, как получить выражение для ковариантной производной контрковариантного тензора второго ранга, объяснял, как получить ковариантную производную смешанного тензора, как рассчитать его дивергенцию. Затем объяснял, что такое тензор Римана-Кристофеля. Фактически Эйнштейн провел для читателей краткий, но полноценный и насыщенный курс тензорного исчисления и римановой геометрии, без знания которого понять его теорию невозможно. Вот так примерно выглядит каждая страница его статьи. Этот скриншот сделан из оригинальной статьи Эйнштейна на немецком языке. Перед читателем разворачивается довольно громоздкая математическая конструкция. И среди этой сложной римановой геометрии уже трудно увидеть ту исходную проблему, связанную с принципом Маха, с которой все начиналось. Тем более трудно понять, каким образом в теории Эйнштейна должен был воплотиться принцип Маха. Эта громоздкая математика запутала не только читателей, но и самого Эйнштейна. В первые годы после написания статьи он был убежден, что его теория гравитации действительно воплощает принцип Маха. Такое впечатление возникло и у многих физиков, которые внимательно прочитали его статью. Им казалось, что в общей теории относительности наконец-то удалось реализовать идею Маха, связать инерцию тел с распределением материи во Вселенной и таким образом решить фундаментальную проблему физики. В конце 1915 года Карл Шварцшильд нашел точное решение для сферически симметричной массы. Он смог сделать это до публикации основной статьи Эйнштейна 1916 года, потому что знал об этих уравнениях из докладов, которые Эйнштейн представил в 1915 году на заседаниях Прусской академии наук. Это решение Шварцшильда мы уже подробно разбирали в предыдущих 4 видео. Оно выглядит довольно просто. В частности, множитель перед c квадрат dt квадрат, который Эйнштейн называет временной компонентой метрического тензора, выглядит так. Уже из самой структуры этого решения можно увидеть важную особенность. Решение описывает гравитационное поле одной изолированной массы в пустом пространстве. Никакая другая материя во Вселенной в этом решении не участвует. Если удалиться достаточно далеко от этой массы m, то в пределе пространства-время становится точно таким же, как в специальной теории относительности. Действительно, если никаких масс нет, то временная компонента метрического тензора G00 равна единице. Такую метрику имеет пустое пространство-время в рамках специальной теории относительности. Это означает, что в рамках общей теории относительности существует абсолютно пустое пространство вместе со всеми законами движения и с выделенными инерциальными системами отчета без какой-либо материи. То есть никакой материи нет, а инерциальная система отчета, которая определяет движение материи, тем не менее есть. А если мы, желая все-таки согласовать это решение с принципом Маха, попытаемся выразить число 1 через гравитационный вклад всех остальных масс Вселенной, то придем к противоречию. Потому что вклад отдельной массы имеет противоположный знак и противопоставляется вкладу всех остальных масс, то есть базовой единицы. Из этого тупика нет выхода. По крайней мере, никто этот выход, включая Феймана, найти не смог. Таким образом, 4-я ошибка решения Шварцшильда – это, как сейчас принято говорить, системная ошибка, которая заключается в самой форме этого решения, а точнее в простом множителе.
единица минус вклад от массы m. Эта форма явно противоречит принципу Маха и таким образом обнуляет все усилия Эйнштейна по внедрению принципа Маха в физику. Итак, решение Шварцшильда отличается от плоского пространства-времени только наличием множителя. Он состоит из двух частей – постоянной единицы и добавки, зависящей от массы m. Единица задает метрику плоского пространства-времени и таким образом подразумевает, что абсолютное пространство-время существует даже при отсутствии каких-либо масс. Малая добавка к единице описывает локальное гравитационное возмущение, создаваемое конкретной массой m. Такая форма предполагает, что инерциальная структура пространства-времени задана заранее и лишь немного корректируется вблизи массы m. Это прямо противоречит принципу Маха, согласно которому инерциальная система отсчета определяется распределением всей материи во Вселенной и не могут существовать без масс. Однако в этом множителе базовая единица не связана с каким-либо распространением масс. Эта единица существует независимо от вселенской материи и по сути есть абсолют, на котором строится вся общая теория относительности. Эту базовую единицу можно попытаться интерпретировать как суммарный вклад всех остальных масс Вселенной. На такую возможность указывали некоторые ученые, и на это обращал внимание Ричард Фейман. Если просуммировать гравитационные вклады от всех галактик и других масс Вселенной, то, согласно астрономическим наблюдениям, их суммарная величина оказывается примерно равна базовой единице. Казалось бы, это открывает возможность ввести принцип Маха в теорию гравитации. Однако здесь возникла проблема, которую Фейман назвал «катастрофа». Почему он так назвал ее? Потому что вклад всех удаленных масс имеет знак плюс, но вклад массы m стоит со знаком минус. В результате массы одной и той же физической природы оказываются представленными с противоположными знаками. Совокупность всех масс увеличивает базовый вклад, а отдельная масса его уменьшает. Такая ситуация уже плохо согласуется не только с принципом Маха, но и с элементарной физической логикой, так как одинаковые источники гравитации должны входить в формирование структуры пространства-времени одинаковым образом и с одним и тем же знаком. Противоположность знаков означает, что одна и та же физическая сущность одновременно играет противоположные роли, что является очевидной ошибкой. Это противоречие становится особенно наглядным на простом мысленном примере. Сначала рассмотрим стандартную ситуацию. В решении Шварцшильда в качестве массы m берется Солнце. Тогда его вклад входит в этот коэффициент со знаком минус, то есть вычитается из единицы. При этом сама единица интерпретируется как суммарный вклад всех остальных масс Вселенной, всех звезд и галактик, включая и нашу галактику Млечный Путь. Теперь применим то же решение Шварцшильда уже к массе самой галактики Млечный Путь. В этом случае ее масса окажется в том же вычитаемом члене и будет уменьшать единицу. Но ранее именно эта же масса входила в формирование самой единицы как часть вклада всех масс Вселенной. Таким образом, одна и та же масса в зависимости от постановки задачи сначала участвует в создании базовой единицы, а в другой аналогичной задаче уже вычитается из этой базовой единицы. Если продолжать такую процедуру и рассматривать все более крупные звездные структуры, то каждая из них при переходе в роль локального источника будет уже не формировать базовую единицу, а уменьшать ее. Такое изменение роли и знака для одного и того же объекта противоречит элементарной физической логике. Таким образом, четвертая ошибка в решении Шварцшильда – это системная ошибка. Она не связана с какими-либо отдельными математическими ошибками в самом решении. Четвертая ошибка – это ошибочность самой структуры решения Шварцшильда, которая, как мы выяснили, оказывается полностью несовместимой
с программой введения принципа Маха в общую теорию относительности. Более того, это системная ошибка такого рода, что ее невозможно исправить, не разрушив все здание общей теории относительности. Именно в этом смысле четвертая ошибка самая важная, так как она обнуляет все усилия Эйнштейна, которые он потратил на построение своей теории гравитации. Потому что его программа по введению принципа Маха в физику оказалась полностью нереализованной, несмотря на 40 страниц громоздкой математики. Эйнштейн, пытаясь всеми силами преодолеть недостатки специальной теории относительности, о чем он многократно писал в своих статьях, фактически положил абсолютное пространство-время специальной теории относительности в основу своей теории. То есть он говорил, писал и утверждал одно, но делал совершенно другое. Он утверждал, что нужно избавиться от абсолютного пространства-времени в специальной теории относительности, но при этом использовал это пространство-время как фундамент своей теории гравитации, не осознавая этого. В общей теории относительности массы лишь локально искривляют это абсолютное пространство-время. Но вдали от материи это пространство-время спокойно существует само по себе, вместе со всеми законами механики и не нуждается ни в каких массах. Вот что об этом писал известный специалист по гравитации Роберт Дикки в монографии «Гравитация и Вселенная». По мнению Джорджа Беркли и Эрнста Маха, имеет смысл лишь такое движение материи, которое происходит относительно другой материи. При построении теории относительности Эйнштейн испытывал влияние идей Маха, как этой, так и той, что наблюдаемые в ускоренно движущейся лаборатории силы инерции обусловлены распределением материи вдали от лаборатории. В теории тяготения Эйнштейна ориентация инерциальной системы отсчета относительно общего распределения масс обусловлена этим распределением. Но в этой теории, помимо указанной несколько тривиальной взаимосвязи, распределение материи во Вселенной вдали от лаборатории не приводит к другим эффектам, наблюдаемым в лаборатории. Решение Шварцшильда явным образом демонстрирует, что пространство и время в общей теории относительности не создаются всей материи Вселенной, как того требовал принцип Маха, а существуют без всякой материи. Принцип Маха не реализован в теории Эйнштейна точно так же, как этот принцип не реализован в специальной теории относительности. Абсолютное пространство Ньютона, которое так критиковал Эйнштейн, сначала перекочевало в специальную теорию относительности, а затем в общую. Но Эйнштейн долгое время этого не осознавал. Он был уверен, что принцип Маха содержится в его теории, и многие его последователи и сторонники также были уверены в этом. Все они видели решение Шварцшильда, внимательно его изучали, но не могли осознать, что это решение противоречит принципу Маха. Поэтому первое время многие ученые восторгались общей теорией относительности, ошибочно полагая, что в ней воплощен принцип Маха. Вот, например, что писал об общей теории относительности один из крупнейших физиков начала XX века Арнольд Зоммерфельд в статье «Коротко об общей теории относительности» и о возможности ее проверки на опыте, опубликованной в 1921 году. Согласно Маху, центробежные силы есть не что иное, как взаимодействие вращающейся Земли с небесными телами, не принимающими участие во вращении. Без таких небесных тел не наблюдалось бы никаких центробежных сил и не имело бы смысла говорить о вращении. Это утверждение нельзя опровергнуть, поскольку невозможно поставить соответствующий опыт так, что оно остается остроумной, но чисто умозрительной спекуляцией. Лишь Эйнштейн облег его глубоким физическим содержанием. Все-таки каким же глубоким содержанием облег Эйнштейн принцип Маха? Зоммерфельд так и не прояснил этот вопрос.
Однако по мере дальнейшего изучения общей теории относительности ситуация изменилась. Постепенно стало ясно, что уравнения общей теории относительности допускают решения, в которых свойства пространства-времени существуют независимо от распределения материи во Вселенной. Это противоречило принципу Маха. Поэтому со временем среди физиков все яснее становилось понимание, что общая теория относительности, несмотря на первоначальные ожидания, не реализует принцип Маха. В конце концов, к этому выводу пришел и сам Эйнштейн. Вам интересно, как он написал об этом? А вот скриншот из статьи «Принципиальное содержание общей теории относительности», опубликованной в 1918 году. Сначала смотрим на уравнение 1. Это и есть главное тензорное уравнение общей теории относительности. Эйнштейн анализирует свое уравнение и начинает понимать, что даже в абсолютно пустом пространстве существует решение этого уравнения в таком виде. Это означает, что абсолютно пустое пространство уже имеет определенную неравную нулю метрику. Эта метрика определена в пространстве изначально и не нуждается ни в каких массах для своего существования. Мы возвращаемся к чему-то абсолютному, существующему до всякой материи. Мы возвращаемся к тому же абсолюту, от которого Эйнштейн стремился избавиться всеми силами. Эйнштейн прозревает. И как он на это реагирует? Читаем. Иначе обстоит дело с принципом Маха. Необходимость придерживаться его отнюдь не разделяясь с другими авторами. Но я и сам считаю, что выполнение его не обязательно. Удивительная метаморфоза. Разберем отдельные выражения из этой цитаты. Что означает необходимость придерживаться его отнюдь не разделяется другими авторами? Какими другими авторами, которые не способны понимать доводы гносеологического характера? В начале этого видео я приводила цитату Эйнштейна, в которой он утверждал, что важность принципа Маха поймет любой человек, если он способен понимать доводы гносеологического характера. А теперь Эйнштейн, оправдываясь, ссылается на некоторых людей, которые не способны понимать такие доводы, и поэтому они не осознают важность принципа Маха. Также Эйнштейн пишет: «Но я и сам считаю, что выполнение его не обязательно». Но ведь изначально он сам озвучил главную цель общей теории относительности – воплощение принципа Маха в физику. А теперь говорит своим читателям: ничего страшного, просто забудьте об этом. И зачем в таком случае нужна была вся заваруха с Римановой геометрией? Подведем итоги. Эйнштейн очень сильно усложнил теорию гравитации, введя Риманову геометрию, мотивируя это тем, что таким образом он вводит в теорию принцип Маха. Но принципа Маха не оказалось в его теории, а сложнейшая Риманова геометрия осталась. Спрашивается, зачем она нужна вообще? Зачем нам такая сложная абстрактная математическая конструкция? Мы будем разбираться с этим в следующих видео. В этом видео я вскользь упомянула главное тензорное уравнение Эйнштейна. Из этого уравнения вытекает решение Шварцшильда, которое содержит несколько принципиальных ошибок и к тому же прямо противоречит принципу Маха. Не пора ли нам обратить внимание на главное тензорное уравнение Эйнштейна? Как он его получил? На какие гипотезы опирался? Он утверждал, что опирался на принцип Маха. Но, как мы выяснили, это не так. В следующем видео по теме гравитации мы исследуем вопрос о постоянстве скорости света. Эта тема очень интересная и, как выясняется, совсем не исследованная. А в последующих видео мы познакомимся ближе с главным тензорным уравнением Эйнштейна и будем проверять его на прочность. Это не займет много времени, так как оно не такое сложное, как кажется на первый взгляд. С вами была Фирюза Янчилина. Благодарю вас за ваш интерес к смелой науке, в которой логика и аргументы стоят выше любых авторитетов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.